Привет, мы Оля и Юра, а значит вы снова на канале Need for Travel, и это наше третье видео велопутешествий по Шри-Ланке. В прошлых видео мы доехали из Коломбо до Анурадхапуры, и этот город планировался нами как самая северная точка нашего велопутешествия по Шри-Ланке, поэтому после него мы отправились уже на юг. В этом видео мы проедемся вглубь острова, опять расскажем вам, как сэкономить свои кровно заработанные и при этом насладиться видом на древний каменный комплекс, вошедший в список наследия ЮНЕСКО. А затем покажем вам самый известный пещерный монастырь на Шри-Ланке изнутри. Ну и под конец въедем в горы, доберемся до культурной столицы Канди. Как вы помните, последнюю ночь мы провели в глубоком селе. Ладно, вообще-то пригород Анурадхапуры, но там самое настоящее село, прям in the middle of nowhere, на первый взгляд. Нам на следующий день пришлось выезжать оттуда, и как выяснилось, это был очень спокойный и красивый трек по, прошу заметить, ровной асфальтной дороге. Ровный асфальт в селе. Слышишь? Что? Главы у Крафтодора плачет. Чем ближе мы приближались к Сигири, тем все больше загущались джунгли. И вот уже вечерело, и люди нам все чаще кричали «Elephants!». Урок английского на нашем канале. Elephants. Мы, кстати, тогда думали, что люди хотят, чтобы мы посмотрели на слонов, потому что мы тогда представляли слонов как милых диких животных, что-то вроде пандочек. А все эти заборы с колючей проволокой под напряжением, это чтобы просто защитить огороды от диких животных. Кстати, в этом мы оказались правы, а вот насчет милых животных, об этом чуть позже. Кстати, стемнело очень быстро. Сигири, очень туристическое место. Здесь не только полно отелей, но также ресторанов, сувенирных магазинов. Можно жить всего за $8 прямо возле главной скалы. Но мы поселились подешевле, а значит и подальше. Поселок Кимбиса, почти Сигири. Недалеко от главной трассы и всего в 6 километрах от самой Сигири. И здесь мы жили в комнате за $6 всего. Что нам больше всего нравится на Шри-Ланке, что здесь почти везде есть кухня. И здесь мы тоже могли готовить, и за это с нас не взяли плату. Welcome to Сигири. Большинство туристов едет в этот район ради львиной скалы, так по-другому называют Сигирию. Еще в V веке на скале высотой 370 метров король Касапа построил крепость с пещерным буддийским монастырем, вход в который был через пасть льва. Короче говоря, это место входит в список наследия ЮНЕСКО, но мы не будем сейчас на этом зацикливаться, данное видео не об этом. Кто хочет узнать подробнее, тот может загуглить. Зачем гуглить? Наши друзья Наташа и Кирилл с YouTube канала «Привет, мам» раскладывают Шри-Ланку по полочкам. И у них на канале есть видео про Сигирию и не только. Они заплатили по $30 за входной билет, чтобы попасть на скалу льва и снять для вас очень классный контент. Так что переходите на их канал, ссылочка будет в описании. Круто, конечно, мы тоже думали, идти нам или нет, но местные нам сказали, что возле скалы Сигирия есть скала Пидурангала, и забраться на нее стоит всего лишь 500 рупий. Вот это поворот! Чтобы встретить рассвет на горе Пидурангала, это такой огромный камень высотой 320 метров, нам нужно было проснуться в 4:30, доехать сюда за полчаса и теперь подниматься пешком. Говорят, подниматься 45 минут, но тут у нас образовалась пробка, до рассвета осталось всего полчаса. Надеюсь, мы успеем. Народу очень много. Основная причина этих пробок в том, что вход на скалу Сигири открывается только в 7 утра. Поэтому на рассвете все желающие идут куда? На Пидурангал.
Так что на подъем мы советуем вам закладывать не менее 40 минут. Лучше лишние 10 минут посидеть уже на скале. Говорят, что еще несколько лет назад подъем на Пидурангулу был приключением. Сейчас же из-за толп народа утратил этот дух. Он много где утратился, но во время ковида опять запахло этим духом. Напомню, до ковида на Шри-Ланке оставалось 2 дня. Вообще удивительно, идут годы, столетия, тысячелетия, а одни из самых красивых, зрелищных и бесплатных аттракционов для человека все еще являются рассвет и закат. Те вещи, которые человек может наблюдать каждый день. Извините, а что за фильм? Опять о море. Изумительно. Жаль, опоздали. Начало не видели. А если вы приехали в Сигирию, Пидурангала-Рок – это лучшее место, куда можно прийти на рассвете. Здесь на протяжении всей скалы высотой более 300 метров есть куча классных площадок, где можно смотреть, как встает солнце, и места хватит всем. Что с собой нужно взять? Первое – 500 рупий, второе – фонарик, третье – курточку, на рассвете достаточно прохладно, и четвертое – дрон, если он у вас есть. На самом деле, по правилам, дрон сюда проносить нельзя. Об этом даже говорит табличка на входе. Но мы увидели, что на рассвете ребята летали дроном и пожалели, что не взяли свой дрон с собой. Но зато мы хоть смогли спокойно насладиться видом на рассвет и едва проснувшуюся Сигирию. Вот она, красавица! Создается ощущение, что эти скалы смотрят друг на друга. Отсюда всего за $3 можно увидеть Сигирию, вход куда стоит $30. На спуске уже не так людно, так что наконец-то можно полюбоваться природой и остановиться у лежащего Будды, построенного еще в X веке. Длиной 12,5 метров. Это одна из крупнейших в мире статуй кирпичного Будды. Его восстановили только лет 20 назад, после того, как вандалы пытались найти тут сокровища. И если Сигирию называют скала-крепость, то Пидурангулу можно смело назвать скала-монастырь. Ну а мы вернулись в отель, выспались и подумали, а что если нам сходить на ту же гору, но теперь на закате? Билеты вроде как у нас есть, не пустят так не пустят. Так что мы решили выехать чуть пораньше, чтобы еще успеть посмотреть на диких слонов. Около 5 часов вечера мы попали в те самые слоновьи места, о которых говорили нам местные, чтобы посмотреть на диких гигантов. Но их мы, кстати, так и не увидели только их какашки. Но тогда нам местные говорили, что слоны вредят сельскому хозяйству, могут быть опасны, но так, с улыбкой на лице. Вообще потом мы узнали, что за 2 дня до нашего приезда в Сигирию дикий слон напал на какой-то огород, хотел, видно, каких-то фруктов, и охранник пытался его отогнать факелом, у него это не получилось, слон разозлился только, в общем, убил и охранника, еще какую-то женщину. И вообще от слонов за последний год погибло около 100 человек. Даже больше. И, кстати, если вы хотите узнать больше о дикой природе на Шри-Ланке, то смотрите наше видео про сафари в парке Кумана, мы там все рассказываем подробнее. Будет ссылочка в описании. Скала Пендра, вот такенная. Вон она ползет. Оказалось, что нас пропустили, еще и дрон не заметили, потому что у нас маленькая модель Mavic Mini. Кроме посещения скал Сигирии и Пидурангулы, можно еще сходить к озерам, посмотреть на птиц. Вообще на Шри-Ланке нету проблем с озерами. Но, наверное, в принципе, все. 1-2 дней здесь будет достаточно. На следующее утро мы отправились на юг, в сторону города Дамбула. Там находится самый знаменитый на Шри-Ланке пещерный монастырь, еще одно из 8 мест на Шри-Ланке, которые были отмечены ЮНЕСКО. Билеты сюда стоят 1500 рупий с человека.
Минут 5-10 поднимались по ступенькам на самую гору. Как и во все буддийские храмы, сюда нельзя заходить в обуви, даже нельзя носить ее в своем прикуте. Чтобы сдать обувь, нужно заплатить 25 рупий с человека. А еще можно заказать услугу гида. Это стоит дополнительные 750 рупий. Есть даже русскоговорящий гид. Этот монастырь был построен еще в 1 веке до нашей эры, представляете? А в 12 веке был реставрирован. Еще тогда 73 статуи Будды были покрыты золотом, и с тех пор это место прозвали Золотой пещерный храм. Этот храм состоит из 5 пещер, где на стенах изображены главные моменты жизни Будды. Тут росписи прям везде на потолке, куча Будд стоит. В общем, достаточно темно, как в пещере. Стоит ли идти в пещерный храм Дамбула, это уже решать вам. Храм выполняет вашу религиозную функцию, но прям таким супер-пупер он не оказался лично для нас после кучи увиденных храмов. Лично мне даже больше понравился вид с храма. После Дамбулы мы выехали на главную дорогу. Да, это асфальтная дорога, но какая же она неудобная. Она узкая, и на ней был достаточно большой трафик с проносящимися мимо автобусами и фурами. И вот здесь на главной дороге началось. С этого дня нам стали кричать «Корона». Такое ощущение создалось, что люди свое обычное «Hey, where you going» заменили на «Корона». Мы понимали, что приравнивают нас к коронавирусу, но мы не понимали, почему это произошло так резко. Оказалось, что как раз в эти даты нашли коронавирус у людей, которые прилетели из Италии. А кто помнит, как раз в Италии происходила уже та самая лютая жесть с коронавирусом. А для азиатов все европейцы на одно лицо. До этого нас уверяли, кстати, что корона на Шри-Ланке не выживет, тут слишком жарко. Но что произошло дальше, смотрите наше видео по ссылке в описании. Ехали вниз, вверх, теперь вниз. Мы вот так вот едем, потом где-нибудь останавливаемся и думаем, посмотрим-ка отель подешевле, потому что, может, он будет, как правило, не в центре города, а на окраине. Наша следующая ночевка предполагалась в городе Матали. Как вы можете догадаться, с жильем тут уже не так хорошо, как в Сигири. Мы по-разному ищем жилье в путешествии, но когда мы пользовались букингом, у нас еще ни разу не было проблем. До этого дня. До дня, когда мы попали в город Матале на Шри-Ланке. Здесь мы забронировали жилье 3 раза, и ни один из разов не был удачным. Наше первое жилье мы забронировали за $11 в сутки. Это был один из самых дешевых вариантов, и там были отличные отзывы. Но когда мы туда доехали, 6 километров за городом, хозяйка оказалась в больнице. Чтобы забронировать следующий отель в такой же ценовой категории, нам пришлось возвращаться 9 километров в центр города. Но второй отель оказался не настоящий. Его специально создали на букинге, чтобы заманивать туристов в отель с плохими отзывами. Нам ничего не оставалось, как забукинить третий отель. Но когда мы сюда приехали, мест здесь не оказалось. Хозяин оказался отзывчивым, и чтобы сгладить свою вину, он предложил нам 2 варианта. Либо он договорится в том отеле с плохими отзывами, чтобы с нас не взяли ни на копейки больше, либо переночевать у него в номере с односпальной кроватью. Номер нам сразу не очень-то понравился, но так как он снизил цену аж до $5, мы согласились на этот вариант. Так что если вы едете в город, где недостаточный спрос туристов и маленькая конкуренция, то будьте готовы, что у вас могут возникнуть проблемы с сервисом и жильем. Мы на Матали никаких особых надежд не строили, поэтому провели там всего лишь полдня. Больше всего нам в городе запомнилась, наверное, все-таки статуя Будды на склоне горы, которую видно издалека. Но к ней мы не поднимались, потому что в этот день наш ждал подъем еще покруче, только на велосипедах. Пещерный монастырь Алувихарая нам немного напомнил скальный монастырь в Дамбуле, потому что тут тоже расписаны стены внутри пещер. А еще напомнил нам храмы в Таиланде, потому что здесь также была отдельная секция буддийского ада. Угадай, кто там? Будда? Да. Индуистский храм – один из крупнейших на всей Шри-Ланке.
Говорят, его построили еще в 1874 году на месте, где была статуя под деревом. Если у вас есть свободный денек-два в запасе, то обязательно съездите на Риверстоун. Это такое атмосферное место на реке в 20 километрах от города Маталя. А еще съездите к озеру Симбувата, где за 300 рупий можно покататься на каяках или прокатиться на зиплайне. Ну а мы слишком спешили проехать пол Шри-Ланки и задерживаться в Матале не стали. От Матали до Канди всего 30 километров, но там есть один достаточно жесткий участок дороги для велосипедистов. После Укувелы будет резкий 3-километровый подъем, и вы подниметесь на высоту над уровнем моря 584 метра. Сам же город Канди находится на 510 метрах над уровнем моря. Уже почти 2 недели мы нон-стопом катались по Шри-Ланке, проезжая в день по 70-100 километров, или активно исследуя достопримечательности. Осталось 5 километров. И доехав до Канди, мы решили немножко перевести дух и зависнуть там на несколько дней. Но уже утром все изменилось. Это была середина марта 2020 года, когда все страны начали закрывать границы. Утром мы увидели новость, что Украина собирается закрывать свои границы через 3 дня. И Вьетнам, где мы жили до этого уже почти 2 года, был тоже на грани закрытия. Для того, чтобы попасть к нам в одну из этих стран, нам в тот же день уже нужно было брать билеты, выезжать в сторону аэропорта. Но взвесив все за и против, мы решили все-таки остаться на Шри-Ланке. Если вы хотите узнать подробнее об этой ситуации, то смотрите наше видео о карантине на Шри-Ланке. Ссылочку оставим в описании. Ну а в следующем видео мы расскажем вам подробно о городе Канди, что посмотреть, где поесть, куда съездить и какие места нам не удалось посетить из-за карантина. Подписывайтесь на канал, можете даже лайкнуть это видео и будьте с нами. Увидимся через неделю.